Рада приветствовать вас на своем канале и в своем весеннем саду. Я Светлана. Хотя весна только-только календарная наступила, но это ой как поднимает настроение. Совсем скоро мы увидим цветение нарциссов, тюльпанов, пионов, рододендронов. Но сегодня я покажу и расскажу, как из обычного среднего можжевельника можно сформировать топиарную форму спираль. У меня это можжевельник Пфицериана аурео золотистой хвоей. Я рассказывала на своей прогулке по саду в феврале, что прямо напротив входа в дом у нас посажены в шахматном порядке два зеленых можжевельника и два аурео. Именно один из них я оставила для этого видео. Погода у нас сейчас стоит +2, поэтому можно смело брать в руки ножницы, секаторы и кусторезы. Если у вас ниже нуля, подождите еще немного. Начиная формировку, надо отдавать себе отчет, что высота и ширина фигуры будет не больше его заявленных размеров, а наоборот, даже меньше. Так как высота природной формы можжевельника моего в возрасте 3-5 лет будет в высоту метр, а в ширину 4, то есть спираль не может быть выше 2. Приготовили все необходимое: молоток, колышки, у меня металлические и деревянные. Я веточек от фруктовых деревьев нарезала. Боюсь, правда, что прорастут, ну посмотрим. Берем не синтетическую нитку, а войлочную, такую как бечевка, или как она называется, специальная садовая. И приступаем, вырезаем низ куста, вот эти все нижние веточки, которые смотрят на траву, на землю, и мелкие по большим ветвям. Сейчас покажу. Одела перчатки, мне нравятся вот эти с манжетом высоким, мягкие, в то же время прорезиненная, у них не так будет колоться. Берем, значит, вначале секатор. Вырезаем, как я и говорила, вот такие маленькие все. Оголяем нашу середину кустика. Вот эта ветка не нужна. Смотрим. Вот это вниз. Ветка хорошая, вот это идет от центра, но вниз направлена. Вот. У нас уже и трава-то видна. Кстати говоря, в прошлом году я вон у того желтого как-то ветка получилась прикопанная. Пустила корни. Так, вот это у нас там вообще в глубине. Жалко. Но будем ее вырезать совсем. Так вот я ее... Там мало корешочков тех было. Прикопала, и теперь у меня... Так, сучкорез надо. Такая большая, видите? Убрали. Теперь у нас тут можно будет даже увидеть и сделать приствольный круг. А потом я хвоей присыплю. Так, дальше смотрим. Так, вот это как бы лишнее. Видите, оголяется наша серединка. Вниз смотрящие, вот видите, совсем вниз. Ну, абсолютно не нужно. Тут немножко раскрываем крону. И вот так проходим по каждой ветке, а потом будем уже смотреть и вырезать некоторые ветки вообще. Ну, допустим, вот эту мы оставим. Вот тут надо ветки развести.
или убрать вот эту нижнюю. Посмотрю. Проходим каждую веточку, срезаем лишнее и будем разглядывать. Тут ветки сильно близко друг к другу. Сейчас подумаю, что с ними делать. Так, первый этап вы поняли, что оголяем. Я это сейчас сделаю, а потом покажу вам, что делаем дальше. Когда мы оголили середину нашего можжевельника, мы явно увидели, какие ветки лишние. Вот такая большая, ее можно укоренить, поставить. Пересекающиеся ветки оставлять не надо. Я в 2 местах оставила, мне их просто жалко было. Выбираем направление наших завитков и количество. Сколько их будет? 3, 5, 7. Все зависит от размера вашего куста и какой сорт. У одних более пышные ветви, у других менее. За сезон, за 2, пока будут они формироваться, они обрастут. Я вот это определила. Первый для себя связала основные ветки по центру. Оставила центральную веточку. Остальные все мелкие срезаю снизу, которые вниз смотрят. И сам завиток оформляю. Пока ножницами. Кусторезом я пройду уже, может быть, в мае. Посмотрим, как он обрастать будет. Все, один завиток у нас готов. Куда мы его будем поворачивать, мы тоже решили. Сейчас будем забивать колышек. У меня это арматурный кусочек. И фиксируем за самый край веточки. Направление даем. За сезон 1,5, может быть 2, в зависимости от того, как быстро он одревесневеет, он зафиксируется форма. Вот эта ветка совершенно лишняя, видите? Большая, красивая, но лишняя. Она нам форму совсем портит. Я ее вырезала. Формируем следующий. Тут у меня 2 пересекающихся, 2 веточки. Но я решила оставить, сильно пышненькие они такие красивые. Посмотрю, может быть, то, что поменьше вырезала, то, что побольше все-таки оставила. Может быть, они подружатся. Как бы. Второй завиток формируем. Вначале связываем. И потом ближе к краю веточки. Эти нитки надо будет убрать через год, через 2, когда форма уже зафиксируется. И опять поворачиваем в нужную вам сторону. Убираем мелкие веточки по кругу, чтобы форма или листика, или какой вы придумаете, или круглую. Так можно сделать и шарики. Застригаем лишнее, что у нас повыпадало. Нижний, я вам говорила. Ну и получается у нас уже 3 спиральных завитка. Теперь вот этот у нас будет и еще один. 3, 4, 5 завитков. Так, на этом завитке сильно он такой растрепанный и двухъярусный. По-хорошему вот эту ветку, нет, эта ветка будет вместе. Вот так, единое целое. И тут немножко мы убираем, чтобы стволы у нас, ну, лишнее убираем. Связываем, а потом застригаем лишнее. То, что вниз смотрит, сразу можно вырезать.
потому что оно нам вообще там не надо. Так, сейчас свяжу, покажу вам, что получается. Можно связывать чуть-чуть выше ярус и чуть-чуть ниже. Потом тут просто будут ветви переплетаться, а сам листик, этот завиток, будет виден. Уже так красиво получается. Красиво. Завитки. Тут получится в одну сторону, этот в другую. Так, вот так повернули, зафиксировали его к палочке, лишнее состригли. Они, веточки, начнут обрастать, вот как раз весна уже началась, и заплетутся. А чем хороша вот эта веревочка, даже если мы про нее забудем, она через год сама будет трухлявая. Так, вот тут следующий завиток, последняя ветка, явно лишняя, видите? Лишняя торчит непонятно куда. Так, мы ее убираем. И дальше смотрим. Если мы повернем завиток туда, будет все просто шикарно. Вот это лишнее. Эту посмотрим. Как бы не хочется ее резать, она пушистенькая. Но сейчас я свяжу, а потом будет видно, надо ли вот эту вырезать или нет. Ну, вот пока суть до дела. Вот лишняя веточка видна. Видите, вниз. Вниз она идет. И вот это вниз. Когда завязали, стало видно. И пристригаем то, что топорщится. В этом случае то вырезаем, то застригаем, и пойдет полукружик у нас. Так, что-то у меня ножницы такие очень прикольные. Так, ну, вы поняли. Сейчас вот так покажу. Смотрите, как классно получилось. Я, кстати, вот этот завиток, вот этот, привязала к этой же опоре. И один, и второй. Ниже веревку там протянула. Он попышнее как-то получился, чем тот. Так, вот этот надо сильнее туда завести. Так. И вот у нас этот. У этого как-то спираль больше, у этого меньше. Сейчас понатягиваю, значит, вот эту и ту. Он просто больше сам можжевельник этот. Но их надо как-то сравнять. Все, застригаем. Весной будет рост идти. Ну, когда еще +5, +10, можно подравнивать, какие выбиваются, если веточки. Вот, он распушится. Осенью мы его еще раз пройдем. Вверх я ему давать не буду расти, а буду вот так закручивать эти спирали. Приствольный круг откроем, почистим и засыпем сосновым опадом. Ну, я думаю, понятна концепция. Если бы он был больше, старше по возрасту, мы бы кусторезом, не ножницами, но тут разогнаться негде мне еще. Ему вот будет в
в конце марта 3 года. Но все равно он нарос уже, конечно. Ну, красивее же стало, чем было. Если вы помните, я на прогулке его показывала. Вот такие зеленые листья вверх поднимаю, а эти будут по кругу закручиваться. Так видно. Ну, как-то так. Я там еще казацкий можжевельник стригу. Вон там, возле вот этих 3 смарагдов. Он в стрижке немного другой, лучше. У него хвоинки строго вверх направлены, и их вот так застригаешь, и сразу поверхность такая красивенькая получается. Так, собаки гавкают, на улицу хотят, закрыла их, чтобы они нам не мешали. Ну так, сделаю фотографию, когда тут уже все почищу, уберу. Думаю, видео было вам полезно. Поставьте лайк, если понравилось.